Всем привет! Третий день нашего путешествия галопом по Европе. Проехали первые 200 километров. Сейчас в красивом месте возле хорошего отельчика. Уже слышно запах Атлантического океана. Заряжаем нашу самбу и будем ехать дальше. Этот суперчарджер находится можно сказать, на самой границе Франции, Испании. Это последнее наше место зарядки и вообще паркинг наш Франции. Следующая остановка будет уже в Испании. Проезжаем сегодня, планируем всю Испанию проехать. Заехать с конца Португалии, где-то там уже на самом низу, ближе к экватору. Интересное хочу вам показать. Так, первая интересная штука. Заряжаемся 100 киловатт в час, 660 километров. Каких-то еще 20 минут мы не будем стоять, 40 минут здесь. Как только опустится ниже 50 киловатт, который может CHAdeMO и CCS сделать на других, просто нету смысла дальше, мы просто едем. Реально, каждые 100 километров есть суперчарджеры. Если мы сейчас нажмем здесь, но я вам тогда покажу то, что попозже нажму. Сначала смотрите, мы здесь заряжаемся и едем вот сюда. Каких-то 20 километров, и мы на пляже Атлантического океана. Это будет просто супер. Первый раз мы будем купаться на французском Атлантическом побережье. И вот, если сразу, чтобы не быть голословным, смотрите. Вот у нас идет еще Франция. И граница пошла уже Испания. Вот, а теперь покажу вам суперчарджеры. Суперчарджеров просто огромное количество, даже больше, чем соответственно. И мы где-то заедем сюда на Лисбон, может даже еще ниже, ближе к экватору. Смотрите, что это такое. Я не понимаю, почему оно такое желтое. Я люблю зеленый. Вот здесь. Еще чуть-чуть, еще немножко, и мы будем плавать в океане. За все 3 дня нашего путешествия погода настолько радовала. Не было жарко, несколько раз шел дождь, но это было только нам на руку. Было комфортно ехать. Кстати, вот я заметил для себя, 130 км в час для меня это комфортная скорость. Это вообще не медленно. 130 км в час это круто, классно. И не быстро. То есть как раз для меня комфортная скорость. А так как суперчарджеры каждые 100 километров, то это вообще не ощущается никак. Можно себе планировать, можешь останавливаться каждые 200 километров, можешь останавливаться 300 каждый километров, и заряда батареи хватит. Ну, для меня, я так смотрю, для семьи, чтобы встать каждые 200-250 километров, останавливаться на каких-то 15-20 минут, как раз хорошо. Не нужно разряжать батарею до конца. И, соответственно, потом мне нужно сидеть на 20 минут дольше на зарядке, чтобы зарядить больше, если там уже проезжать 350-400 километров. То есть, даже если бы мы ехали бензиновым автомобильчиком, то было бы то же самое. Я должен был останавливаться, мы по тем же физическим потребностям, разомняться, сходить в туалет, что-то скушать. Те же самые 250-300 километров. Так что самбо полностью подтверждает возможность путешествовать на любые расстояния.
какие-то тут машины интересные. Сейчас подойдем дальше, может что-то увидим интересное. Может как-то непонятно. Непонятно, мокро. Какие-то горки, пригорки. Что здесь? Вот он океан. Океанище. Это просто шикарно. Это просто. Надо петь. Ребятки, мечты сбиваются. Улыбаемся и машем. Идем купаться. Какие два пепелаца. Американский и французский. New one, old one. Как нам объяснили жители, французы, если синий флаг, это означает, что есть сейфгор, то есть спасатели Малибу на месте, можно идти смело купаться. Посмотрите на фотки Google, здесь куча людей, сейчас нету никого, 10 человек, может 15, мы идем. Ребята кричат yes, yes, есть люди. На серфах классно. Я когда-то тоже научусь на серфах. Да. Пляж чистейший. Видно, что все чистилось. Но был дождик, немного он мокрый, но тепленький, теплый, классный. Вообще не холодно в ноги. Это просто шикарно. Видоки супер. Вот тут она. То есть вроде как бы бесплатный пляж, но все чистенько. Ну, кстати, веет не намного сильнее, чем на Северном Балтийском море, в Гданску, в Варшаве, где мы были 3 недели назад. О, вон я вижу побольше людей. На таких волнах, конечно, можно смело делать вещи. Смотрите дальше, не переключайтесь. Птичка супер. Течение сносит так, что просто. А что это такое? Это речка? Подойди ближе. Вау. Я думаю, почему меня так сильно сносит. Это не только волны, а еще и речка здесь. Да. Камни бьют по ногам, больно даже. Шикарно. Атлантический океан, ты ждал меня всю жизнь.
Португалия. Суперчарджер первый. В Португалии 3, 4, 5, 6, 7, 8. И самбочка нас довезла. Не знаю сколько, 3000, 3000 с половиной, посмотрю позже, но наконец-то мы доехали. Сейчас будем искать место, где будем продолжать наше путешествие.